Всем привет! Сегодня мы обозреваем, пожалуй, один из самых ожидаемых наборов линейки Speed Champions этого года. Ford GT Heritage Edition и Bronco R. Почему же он самый ожидаемый? Как мне кажется, эти наборы всегда выделяются, когда в нем присутствует не просто легковая пузатерка, а что-то вот такое вот внедорожное, как Bronco. Это Bronco R, по сути гоночный трофи-трак, который сделан в стиле нового Ford Bronco. И, кстати, он появился раньше, чем вышла гражданская версия нового Ford Bronco. И он выглядит очень круто. Вот этот синий каркас, сзади внешний каркас, внутри клетка, светодиодные фары, огромные колеса, ну и, конечно же, классная раскраска. Ну и на фоне Bronco теряется Ford GT Heritage Edition. Heritage Edition — это, по сути, вот эта вот яркая гоночная раскраска, по-моему, 60-х годов. В этом и есть Heritage. Сам этот Ford GT относительно новый, если я не ошибаюсь, это третье уже поколение. И, кстати говоря, в этой серии первое и второе поколение уже выходили ранее. К сожалению, я не успел их купить. Мне там первое поколение очень даже нравилось. Хотя, конечно, после вот этих вот широких восьмиштриковых все предыдущие машины кажутся мне уже не такими привлекательными. Вообще это классно, что Lego разбавляет линейку обычных суперкаров типа Ferrari, Lamborghini вот подобными машинами, а также классикой типа Mini Cooper, Ford Mustang, Dodge Challenger, например, Dodge Charger. Было бы круто, если бы сюда добавились какие-то европейские машины, например, Golf MK1, Trabant какой-нибудь, Volkswagen Жук, Volkswagen Транспортер, ну и, конечно же, японская классика. Начнем с Bronco. Bronco — это такой концептуальный дизайн, здесь светодиодные фары спереди, яркая раскраска, ну и, конечно же, что присуще трофи-траку, это запасные колеса. Мне очень нравится синий цвет, то, как сделан этот каркас синего цвета. Внутри он сделан вот таким вот образом, кстати, необычно довольно. Торчащие вверх палочки, но они очень там хорошо держатся, и держатся они очень интересно. Давайте снимем сейчас боковую стенку и покажу вам, как они держатся. Ну, посмотрите, кроме обычных шарниров Lego System, есть еще шаровые шарниры, таким вот образом они устроены, и они просто вставляются там в шаровый зажим. Задняя часть каркаса тоже сделана интересно, хотя она вот не закреплена жестко, но вот так вот можем ее раздвинуть. Но тем не менее, вот в таком вот состоянии все держится, ничего не отгибается. Ну, кстати, передние стойки лобового стекла, они тоже тут так называемые парящие. То есть единственное, что их придерживает немножко, это вот крыша. И внутри, кроме каркаса, есть еще, естественно, два места, водителя и пассажира, плюс центральный тоннель с панелью приборов, ну и, конечно же, руль. Еще из особенностей хотел бы отметить, что боковые стенки здесь закреплены под наклоном. Хотя, в принципе, зная, как выглядит модель, леговцы могли забить и сделать их тупо вертикальными, как нередко делается. Конечно, я не утверждаю, что она сделана 100% копийно, что, в общем-то, справедливо для всей линейки Speed Champions, но она однозначно узнаваемая. И, кстати говоря, это уже третий внедорожник серии Speed Champions. Первыми двумя были Ford Raptor и Mini Cooper дакаровский. В отличие от этих моделей, у нашего Ford Bronco нет резиновой подвески. Это когда рычаги качаются за счет упругости резинок. Как мне кажется, если покупать эту модель детям для игры, то вот эти вот элементы подвески работающие были бы огромным плюсом. Но если прямо сейчас сюда сделать эту подвеску, я скажу, что этого будет недостаточно, потому что для игры этой моделью, а с подвеской, конечно же, захочется ей играть, нужно будет укрепить еще и крышу, потому что она здесь держится всего лишь на двух студах. Это понятно, крышу сделали крепящаяся всего на два студа для того, чтобы можно было ее легко снять, и у нас ничего бы здесь не отвалилось вместе с крышей. А снять ее нужно для того, чтобы посадить туда водителя. И водитель у нас этой машины, угадайте кто, конечно же, женщина. В наборе у нас два разнополых человечка, водитель девушка и водитель мужчина, который у нас в следующей машине сидит, мы к нему вернемся позже. И, кстати говоря, крыша, кроме того, что она крепится сюда, она еще закрепляет вот это вот запасное колесо. Тут механизм, который фиксирует колесо в этом отсеке. Пассажир с волосами
не помещается под крышу, только в шлеме. Поэтому парик приходится всегда возить на соседнем кресле. И возвращаясь к крыше, которая очень слабо держится и все время отваливается, когда ей играешь, ее можно, в принципе, переделать. Достаточно эти две пластины заменить на цельный плейт 2х4, то я думаю, что крыша будет держаться уже гораздо крепче. Я не совсем понимаю. Я тоже не понимаю. Вообще, если ребенок собрал эту модель, то я думаю, для него не составит труда доработать крышу вот в части установки данной панели, чтобы она не отваливалась. Поверхность модели оклеена наклейками. По наклейкам ничего сказать плохого не могу. Все красиво, четко. И, кстати говоря, в наборе наклеек для Bronco у меня было целых 3 листа. Одинаковых 3 листа. Так что, если кому-то из вас не хватило наклеек именно на Bronco, эти наклейки, скорее всего, попали мне. Сожалею. В целом, не считая двух этих недостатков, это отсутствие подвески и слабо закрепленная крыша, модель сделана добротно. Я бы сказал, даже очень хорошо. И для полки отличная модель. Для модов тоже отличная модель. Возможно, по мотивам этой модели кто-то захочет сделать оригинальный гражданский Bronco. А мы с вами переходим к следующей модели. Это Ford GT Heritage Edition. Чем она интересна? Да, в общем-то, ничем. Вот, извините меня, конечно, я, наверное, не фанат множества суперкаров этой линейки, особенно каких-нибудь там Ferrari, которых просто пруд-пруди. Но вот это такая же обычная модель, как может быть даже Ferrari, которую обозревал Кирилл F8 Трибута. Тут такое же стекло, кстати, с принтами. Внутри у нас 2 места, плюс центральный тоннель, опять же, с наклейками какими-то, руль. Кстати, руль вот в этой модели, вот в этой модели руль смещен немножко в центр. То есть он не симметричен месту водителя. Что можно сказать? Модель очень интересная в том плане, что здесь плоскости, очень много треугольных плоскостей, наклоненных плоскостей. Интересно сделан передний сплиттер одной цельной деталью. И также задний сплиттер сделан достаточно детализированно, но для кого-то ничего нового, но сделано красиво. Выхлопные трубы сделаны с помощью наклеек. Очень много отверстий, воздуховодов. Под задним стеклом можно увидеть блок двигателя. Ну и модель также украшена наклейками и частично принтами. Вот. Что касается наклеек, здесь тот же самый недостаток, что и у Volkswagen T2 Camper Van. А именно цвет наклеек здесь не совпадает с цвету детали, именно в части лазурного цвета. Это видно невооруженным глазом, ну и для кого-то это, наверное, существенный недостаток. Хотя вот издалека, конечно, это видно. Издалека это видно. Клиренс тут практически отсутствует, хотя, конечно, по гладкой поверхности играть можно. И вы знаете, у меня, кроме вот этих самых наклеек, здесь придраться особо не к чему. Машинка сделана добротно, интересно воспроизведены формы, закругления различные. Ну, она реально похожа. Возможно, просто это не мой тип машин, мне вот не нравятся все эти суперкары. Лично у меня никаких эмоций эта модель не вызывает. Хотя, конечно, она красивая и выглядит очень реалистично. Для меня эта модель в наборе просто как довесок к Ford Bronco. В Ford GT у нас сидит молодой человек в костюме с логотипами Ford. Такой тоже Heritage костюм. Вообще, мне кажется, эти мини-фигурки очень недооценены. Я говорю в целом про коллекцию Speed Champions, потому что на всех фигурках, которые я видел, обязательно есть логотипы той фирмы, того автомобиля, в которых они сидят. Причем здесь очень красивые всегда комбинезоны, логотипы, спонсоры. Вот здесь, например, кроме Ford Bronco есть еще спонсор Spark. То есть вот эти все реалистичные костюмы, они в принципе делают эти фигурки уникальными. И мне кажется, их можно поставить в один ряд с коллекционными фигурками. Да, тут нет каких-то аксессуаров, там ручных каких-то прибамбасов, там дополнений, причесок уникальных. Сама одежда, она уже, в принципе, красивая. И я допускаю, что какой-то фанат автомобилей просто коллекционирует эти мини-фигурки, как мини-фигурки, отражающие какие-то бренды автомобильные. Само собой, в наборе есть альтернативные колпаки на колеса, как для Ford Bronco, так и для Ford GT. Вообще, что касательно данного набора, тут выбор сложный. Почему? Ну, во-первых, этот набор почему-то представлен не во всех сетях. В каких-то редких интернет-магазинах, плюс, соответственно, магазин эксклюзивов. То есть получается, что скидок на него как не было с начала продаж, так и нет. То есть его средняя цена, по-моему, 4200 рублей. Бывает где-то дороже даже. Это значит, что цена одной машинки здесь выходит примерно 2000 с лишним рублей. И в этом наборе 660 деталей. В той же Toyota 299 деталей. И я практически сразу, с момента, как она вышла, смог купить ее в магазине Wildberries за 770 рублей. То есть там детали в 2 раза меньше, стоит 770. То есть по этой логике этот набор стоить должен со скидкой, ну, не более 2000 рублей. Но, как мы видим, он стоит 4200. И перспектива увидеть его
За цену ниже 2000, даже со скидками, мне кажется, нет. Реально самая низкая цена, которая будет, если он попадет во все магазины, это 2500, наверное, 2800. Вот адекватная, в принципе, для них. Это сложные модели с познавательной сборкой, некий такой City Expert. И, на мой взгляд, эти модели не всегда подходят для игры, потому что с усложнением, с увеличением размеров они также становятся более хрупкими. Ну и если вам нравится конкретно, например, как мне Bronco или кому-то, например, Ford GT, то получается вы берете весь большой набор, а вторую модель получаете в довесок. Но с другой стороны, я не могу сказать, что Ford GT сделан плохо, поэтому для фаната модели Ford наверняка обе модели будут интересны. Вот такие дела. До скорого, пока.